Восхождение на Эверест Илходзе в 2021 году. Новости экспедиции по состоянию на 7 мая, наши планы на будущее, общее положение дел и рекордное количество участников на горе. Друзья, всем привет! С вами Тарас Поздний, и после 3 дней ожидания вертолета в базовом лагере мы таки спустились ножками в поселок Дебоче на высоту 2750 метров для отдыха. Здесь очень хорошо, комфортные комнаты, есть горячий душ, кровати с подогревом, вкусный кофе. Но самое главное, здесь лес, здесь вкусный воздух, которым хочется дышать полной грудью. И именно в таких условиях организм восстанавливается лучше всего. Это есть наша задача. Сегодня же хочу поделиться с вами новостями экспедиции, и надеюсь, получится загрузить это видео, потому что интернет здесь не очень быстрый, но я приложу к этому максимум усилий, наверное, это займет у меня часы. На самом деле, все текущие новости экспедиции я и так выкладываю в постах и сторис в Фейсбуке и Инстаграме. Но я знаю, что не все мои подписчики на YouTube подписаны на мои соцсети и не следят за актуальной информацией. Поэтому ссылочки я оставлю на свой ФБ и на Инсту. Подписывайтесь. Если есть интернет, каждый день там появляются новости. А сегодня будет такое полное обзорное видео о том, как проходит наша экспедиция. В десятых числах апреля фактически 3 разных группы кулуара слетелись в Катманду. Первая — это трекинговая группа, вторая — это группа восхождения на Лабуче, и третья группа — это экспедиционная, это участники восхождения на Эверест и на Лходзе. Идея состояла в том, чтобы дать возможность участникам трекинговой группы и восхождения на Лабуче переночевать в базовом лагере 2 ночи. Таким образом прочувствовать на себе этот дух экспедиции, и это... Ворона каркает, отвлекает. Таким образом, дать возможность участникам трекинговой и лабучанской группы прочувствовать на себе настоящий дух экспедиции и испытать, как живется в базовом лагере. Все шло по плану, мы сходили в базовый лагерь, потом трекинговая группа пошла в Катманду. С группой Лабуче мы поднялись на вершину Лабуче Восточная. Правда, если быть совсем откровенным, то поднимаешься ты там не на самую вершину, а только до высоты 6000 метров. Потому что дальше очень опасный гребень, перила не провешены, и в принципе никто в этом году точно не поднимается выше 6. Вот поднимаются на 6, проводят там какое-то время и спускаются. И на этом моменте мы попрощались с группой Лабуче. Уже вторая часть, вот сначала трекинговая, потом лабучанская группа поехала в Катманду. А с экспедиционной группой мы вернулись обратно в базовый лагерь. Надо сказать, что для меня из-за наличия большого количества участников на треке экспедиция кажется какой-то короткой. Вот для меня она началась именно тогда, когда мы вернулись только экспедиционными участниками в базовый лагерь. И кроме этого, на треке и на восхождении с нами были, один уже уехал домой, Игорь, Артем остался, 2 оператора. Мы снимаем хорошие фильмы, я надеюсь, они получатся просто невероятно красивыми и качественными. Так что ждите 2 выпуска про экспедиции, про Эверест и про Лходзе. Так, после Лабучи мы вернулись в базовый лагерь. В кулуара он свой отдельный, находится в самом конце, оттуда ближе идти на Кумбу. И мне он очень нравится по расположению, несмотря на то, что вначале нужно пройти, наверное, полчаса по лагерю. У нас есть свое озерцо, вокруг нашей палаточки участников стоят на одном уровне, свой отдельный dining hall, в который только для наших участников. Есть communication tent, тоже большая палатка, которой мы не пользуемся, но которой пользуются наши шерпа. В базовом лагере кормят очень хорошо. Достаточно много мяса, в принципе, на ужин оно всегда есть свежее, и мы обычно его не съедаем. Добавки тут не ограничены, но ты просто не можешь в себя это все впихнуть. И что хочу отметить, в этот раз в экспедициях начали готовить по-настоящему вкусные супы. Супы
чем-то похожие на шурпу иногда, с мясом говядины, с мясом курицы. Ну, это настоящий суп, потому что в Непале культуры супов нет, и кто знает, кто был на треках, обычно суп это такая жижа с пакетика. Нас же сейчас на экспедиции кормят супами с мясом, с картошкой, с овощами, и пускай это не наш борщ, заправку для которого мы взяли, но это тоже очень вкусно. Начали стучать, тут что-то ремонтируют в лоджиях. Надеюсь, этот звук не будет вас сильно отвлекать. Я же продолжу свой рассказ. В базовом лагере мы отдохнули 2 дня, по-моему, и отправились на акклиматизацию в верхние лагеря через Кхумбу. Кхумбу это одно из самых невероятных мест в мире, в которых я был. Здесь на каждом шагу хочется фотографировать, и просто сердце замирает от восторга. Подобного увидеть, ну, я не знаю, возможно, где-то еще можно, но с тех мест, где я был, больше я нигде такого пока еще не видел. Но в то же время Кхумбу настолько невероятен, настолько непредсказуем и опасен. Поэтому мы стараемся сделать как можно меньше переходов через ледопад. Я напомню, что это, наверное, самый активный ледопад в мире, и за год он движется на 300 метров. Это не значит, что он движется по 1 метру за день. Это он движется неравномерно. Летом, в сезон муссонов, он движется быстрее, сейчас в такой более спокойный. Хотя обвалы случаются регулярно, и дважды пройти по одному и тому же маршруту фактически невозможно. Так вот, мы стараемся уменьшить количество выходов через Кхумбу, тем самым уменьшить количество, уменьшить вот эти риски обвала ледопада. В этот раз у нас по плану один акклиматационный выход на гору. Мы уже сходили на Лабуче для этого. Потом мы поднимаемся по склону Эвереста. Сначала мы ночуем 1 ночь в первом лагере на высоте 6100 метров примерно. Потом 3 ночи во втором лагере на высоте 6470. С касанием 7100 метров третьего лагеря спускаемся вниз. И в принципе этого считается достаточно. Переход с базового лагеря в первый лагерь через Кхумбу занимает для участников в среднем 7-9 часов. В зависимости от темпа и физических сил. В этот раз Кхумбу отличается от 2018 года, когда я проходил его последний раз. Сейчас нету больших трещин и нету длинных лестниц, но тем не менее Кхумбу мне показался гораздо более разломанным. Часто встречаются участки, на которых уже свежие перила, тоже завалены глыбами льда. И дорожка вот так вот идет постоянно зигзагом. Кроме этого, уже в верхней части Кхумбу, когда мы проходим основные опасные участки и разломы, начинаются большие не то что трещины, а вот именно огромные разломы. Когда ты спускаешься в самый низ, потом переходишь трещину и поднимаешься вверх. Раньше такого масштаба разломов перед первым лагерем не было, и сейчас, конечно, дорога усложнилась. Кроме этого, эти участки несколько имеют некоторую техническую сложность, и если много людей, то здесь создаются пробки. На переходе между первым и вторым лагерями тоже нету длинных трещин и больших, которые не длинных, а широких трещин, которые были в прошлый раз. В принципе, тропа абсолютно несложная, не имеет никакой технической сложности. И главная проблема — это так называемая долина безмолвия. Это цирк между Эверестом, Лхотзе и Нуптсе. Кто знает, на Ленина есть похожее место, называется Сковородка. Так вот, солнечные лучи отбиваются от стен, от снежных стен вершин, и получается своеобразная линза. В этом месте идти очень жарко. Если вот не такая погода, как сейчас, облачно, а светит солнце, а солнце светило, когда мы шли, то ты просто плавишься. И вот по чуть-чуть плавишь, солнце забирает твои силы, ты доходишь до второго лагеря на высоте 6470. Во втором лагере мы сделали дневку, провели 2 ночи и выдвинулись в лагерь 3 с целью коснуться и провести там какое-то время. Первых 300 метров это такой плавный набор, дальше начинается стена Лхотзе.
Это стена градусов 40-50, ну местами может 60, но не больше льда, ледовая стена, вся завешенная перилами, и вот 300 метров ты жумаришь, ну вот так вот жумаришь к третьему лагерю. Приходишь на высоту 700 полностью уставший и вымотанный. На этой стене тоже, если светит солнце, жарко, но у нас погода была более такая, не знаю, корректная. Ну, в общем, погода жалилась над нами, было не очень жарко, было, ну, так, весьма комфортно. Приходишь на высоту 700. Вот сейчас уже хорошо, ничего не болит, блин, вообще огонь все. Вот отдышали, вот сейчас чайку попьем. Да, пока сидишь, да? Да, пока сидишь. У кого-то это цель, а у нас промежуточный, сука, промежуточный этап. Акклиматизация. Акклиматизация. Да. Сидели около часа, посмотрели, как шерпа ставят палатки, и спустились вниз во второй лагерь на 6490 для отдыха. Переночевали ночь там и на следующее утро выдвинулись вниз в базу. Я шел с нашим оператором Артемом. Это его, в принципе, первый опыт в горах. И он дошел до 7000. Это настоящий герой, мне кажется, потому что ему было очень тяжело. Но, тем не менее, сил у него почти не было. Мы шли с ним последние. Я, Артем и Дэнди Шерпа. И в один из моментов лед под нами загудел и затрещал. И, честно говоря, в этот момент ты просто цепенеешь, и сердце уходит в пятки. Ты не знаешь, что делать, потому что, ну, а что можно делать, если ты стоишь среди миллионов тонн льда, которые закреплены, ну, вообще непонятно, как они там держатся иногда. И вот он начинает гудеть, и ты стоишь в ожидании того, что же будет дальше. Начнется ли обвал крупный, или просто упадет кусочек, или ничего не произойдет. Нам повезло, в нашем случае ничего не произошло, мы просто напугались. В Артема силы удесятерились, мне кажется, после этой истории. И мы пошли вниз уже раза в 2 быстрее, стараясь как можно быстрее, не задерживаясь, пробежать к Хумбу, но в то же время снимая видосики по пути. По приходу в базовый лагерь наша акклиматизация уже была закончена, и основная задача была набраться сил и отдохнуть перед решающим штурмом. На высоте в базовом лагере отдыхается не очень хорошо, потому что, ну, все-таки высота 5300, она сказывается, несмотря на то, что нас кормят на убой, и я постоянно объедаюсь, как мне кажется, но вот... Посмотрел сегодня в зеркало, ну килограмм 5 я уже точно скинул, может больше. Будем взвешиваться в конце экспедиции. Да, до начала экспедиции весил примерно 77 килограмм, посмотрим, сколько будет в конце. В базовом лагере мы ждали вертолета для вылета в Намче-Базар на высоту 3400. Это столица шерпов, такой поселочек, в котором есть рестораны, кофемашины, комфортные отели. Но из-за непогоды вертолет так и не прилетел, поэтому на третий день мы ножками 25 километров спустились в поселок Дебоче, где вот я сейчас нахожусь и пишу это видео. Здесь высота 3750. Мы остановились в отеле Ривенделл Лодж. Тут тоже классно, кровати с подогревом, горячий душ, неплохая еда. И в принципе мы не видим смысла спускаться дальше в Намче-Базар ножками, ну потому что нужно экономить силы. А для восстановления 200 метров роли не играют, но зато здесь мы среди деревьев, а в Намче все-таки деревьев меньше. Но тем не менее 3 наших участников убежали в Намче, потому что им хочется больше развлечений. Давайте расскажу про общую ситуацию на вершинах и в базовом лагере. Знаю, она вас тоже интересует. На Эверест в 2021 году было выдано 480 пермитов. И это рекордное число. Для примера, в 2019, это прошлый рекорд, было выдано 384, мне кажется, или около того. Ну, то есть, меньше 5% увеличения по количеству участников. И на самом деле я думаю, что часть из них отсеется, кто из-за короны, кто из-за чего-то. Поэтому на горе будет даже меньше людей. Но по количеству пермитов это рекорд. Также рекорд по количеству пермитов поставила Илходзе, тоже больше 110 пермитов на эту вершину. Раньше такого количества не было, было, по-моему, около 70 максимум. Но, в общем, на Илходзе тоже идет много людей.
Перила на Эвересте по состоянию на сегодня уже провешены к 4-му лагерю на высоте 7900. И буквально сегодня-завтра должны, ну может завтра-послезавтра должны быть довешены до вершины. Напомню, что сейчас у наших организаторов, принимающей стороны Seven Summit Treks, также есть экспедиция с принцем Бахрейна. Она очень дорогая, там участники платят, только по секрету, по 170 тысяч человека. Так вот, под них провешивают Эверест, конечно, вот как можно раньше, и поэтому вот числа 8-9 он будет завешен до вершины. Сегодня же ночью экспедиция Бахрейна уже выдвинулась в 2-й лагерь, проведет там еще день отдыха, и Summit Day у них планируется на 11 мая. Это ну, очень, не очень, на 2-3 дня раньше, чем обычно бывает в нормальные сезоны. Лхотзе будет провешена позже, чем Эверест. Пока точной информации нет, но говорят, что до 15 мая тоже должны провесить и Лхотзе. Наш же план на будущее примерно такой. 10 или 11 мая мы возвращаемся в базовый лагерь. И в ночь с 12 мая группа Эвереста выдвигается во 2-й лагерь. Summit Day будет запланирован примерно на 15 мая. Группа Лхотзе же мы тоже улетаем или идем пешком, если не будет погоды, в базовый лагерь. Но когда мы будем выдвигаться выше, мы будем смотреть в зависимости от информации по поводу того, заперилено ли, ну, провешены ли перила до вершины Лхотзе или нет. В общем, будем ориентироваться и отталкиваться от этой информации. Но в то же время все вот эти числа, которые я назвал, они ориентировочные, потому что, конечно, в первую очередь мы будем отталкиваться от прогноза погоды. Прогноз в целом и общем меня несколько удивляет, потому что и сейчас уже неделю, и следующую неделю нету сильных ветров на Эвересте. Там максимум 10-35 км в час. Но есть некоторые снегопады, но тем не менее погода в принципе благоприятствует восхождению. Если она не поменяется, то вот числа будут примерно такими. Ситуация с короной, локдаунами, конечно, немножко нагнетает. Надо сказать, что в базовом лагере Эвереста есть зафиксированные случаи заболевания. Мне кажется, их даже больше 10, но точное число я не знаю. В нашей же экспедиции все чувствуют себя нормально. Ну, есть кашель некоторые, есть некоторые сопли, но это все в порядке вещей. И в эти моменты, вот из-за суеты с короной, я даже радуюсь. Ну, мне и так нравится местоположение нашего лагеря, а так я дополнительно радуюсь, что лагерь находится в самом конце, не на тропе, которые идут все подряд и проходят. И таким образом количество контактов минимальное. Надеюсь, никто из нас не заболеет, и мы сможем сходить на вершину здоровыми. Вы уже, наверное, знаете, что с 6 мая по 14 Непал закрывает границы, закрывает внешние рейсы. И то есть вылететь с Непала, как и прилететь сюда, в это время не удастся. И это, конечно, очень такая большая головная боль для наших, в том числе наших трекинговых групп. У нас сейчас несколько на маршруте. Но что касается лично меня там и экспедиционных участников, то нас эти все закрытия пока не волнуют ни в какой мере. У нас есть главная цель. Нам нужно сходить на вершину и безопасно с нее спуститься. А дальше будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Вот такое у нас положение дел, такая сводка новостей. Надеюсь, все-таки смогу загрузить это видео. Наверное, оно будет грузиться несколько часов, и мне придется сидеть на улице. Поэтому буду вдвойне благодарен за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши репосты. Делитесь этой информацией с вашими друзьями, пускай они тоже следят за нашей экспедицией. Желайте нам удачи на Кхумбу, сил на восхождение, сил во время штурмового выхода и погоды, конечно. От погоды тоже многое зависит. Все, друзья, на связи. Всем пока.